Он бездарный парень, который переводится в элитную школу, и в итоге живет с тремя гениальными сестрами, пытаясь исполнить последнее желание своей матери. История начинается с обычного парня по имени Ю, которого переводят в элитную академию Сека, только потому, что его мама была легендарной выпускницей этой академии. Ю выходит на боксерский ринг и терпит поражение от вице-капитана клуба боевых искусств, который называет его жалким слабаком. Видя его неудачное выступление, толпа тоже не сдерживается и осыпает его оскорблениями. Интересно, как такой бестолковый парень мог быть сыном Сабары Аес? Ю встает на ноги, пытаясь воодушевить себя воспоминаниями о своей покойной матери, красотой и актерским мастерством которой восхищались во всем мире. Субара была настолько талантлива, что окончила престижный международный университет с отличием. Его соперник, странным образом подбадривая его, пытается пробудить в Ю что-то, утверждая, что 3 королевские особы школы ждут, чтобы увидеть его скрытую силу. Но Ю продолжает настаивать, что он никогда не занимался спортом и не проходил никакой подготовки. Но все продолжают возлагать на него свои надежды. Разозлившись, он выкрикивает очевидную правду, что он не его мать, и бросается на тренера, словно высвобождая скрытую силу. Толпа замирает в ожидании чего-то грандиозного, но Ю наносит пару слабых ударов, от которых тренер даже не вздрагивает. Тренер злится и швыряет нашего парня на пол, еще раз доказывая, что Ю полное разочарование. Все, кто возлагал на него надежды, получают пощечину от суровой реальности. Но для Ю это не новость, он несет этот груз с самого рождения. Затем он ухмыляется и наносит удар тренеру, говоря что-то вроде того, что чем зауряднее человек, тем больше он зацикливается на таланте, как на святом Граале. На секунду тренер замечает странную искру в глазах Ю, знакомую напряженность, которая напоминает взгляд первоклассной актрисы. Он понимает, что Ю, возможно, не унаследовал талант Сабары, но нельзя отрицать, что он унаследовал ее внешность. Тренер отмахивается от этого, когда Ю уходит. В этот момент к нему подбегает его помощник и напоминает, что королевские особы следят за новичком, как ястребы. Это напоминание окончательно выводит его из себя, и теперь он решает, что просто выбьет из него талант, замахнувшись для последнего удара, который должен привести Ю в форму. Но прежде чем удар успевает попасть в цель, откуда ни возьмись появляется рыжеволосый боец и отправляет тренера в нокаут, называя его позором боевых искусств за то, что он затеял драку с любителями. Все в дадзе называют ее капитаном. В этот момент в зал врываются синеволосая и зеленоволосая девушки, словно на концерт, и спрашивают, как сын актрисы справился с тестом. Синеволосая — Кадзуки. Она настолько знаменита, что билеты на ее шоу раскупают еще до того, как они появляются в продаже. Зеленоволосая — Мива, самая юная обладательница титула в сёге, потому что, видимо, некоторые люди заглядывают в будущее еще до полового созревания. Что касается рыжеволосой девушки, которая вмешалась раньше, то это Нико из спортивной программы, чемпионка по боевым искусствам с безупречным послужным списком и соответствующим эго. Толпа сходит с ума от криков, потому что эти 3 королевы драмы — никто иные, как так называемые 3 королевские особы школы. Кадзуки выходит вперед и спрашивает, как сын Сабары справился с тестом, надеясь, что они смогут выжать из него 4-го члена королевской семьи. Но тренер отмахивается, называя парня посредственным новичком, чей талант, вероятно, отрицательный. 3 крутые девушки прямо говорят нашему парню, что в их школе ему не место. Ю достает блестящую бумагу и говорит им, что ему все равно, потому что он уже решил поступить на общеобразовательную программу. 3 девушки выглядят так, будто услышали миф, потому что никто из них даже не знал, что в их школе есть такая программа. И прежде чем парень успевает уйти с остатками достоинства, его заставляют убирать в додзе, потому что неудачники, видимо, моют полы. К вечеру, когда капитан Нико и ее команда приходят в додзе на тренировку, они кричат так, будто увидели привидение, потому что в зале наконец-то чисто. Видимо, обитатели помойки никогда не видели додзе таким чистым. По дороге домой Ю тихо удивляется, как он мог не признать, что разочаровал всех. С самого детства он жаждал похвалы, которую получала его мать. Но вскоре он понял, что хотя его мама была ходячим вундеркиндом, он был обычным неудачником. Испытывая все возможные таланты, он постепенно отдалялся от матери. В одной из ее драм она играла домохозяйку. И хотя это было слишком низко для человека ее уровня, Ю и его мама обожали это шоу. Когда у его матери обнаружили неизлечимую болезнь, они говорили о том, что их любимой частью шоу был семейный ужин в конце каждой серии. Это был первый раз за много лет, когда мать открылась ему по-настоящему. И тогда Ю наконец понял, что она всегда мечтала о такой же теплой и красивой семье, как в сериале. К сожалению, этот маленький счастливый момент длился недолго. И в конце концов она умерла, попросив сына найти себе счастливую семью. Парень собирает вещи и, надеясь наверстать упущенное, отправляется к Микадона,
Владелец особняка присылает ему ключи и записку, в которой говорит, что он может приходить, когда захочет. Когда он заходит внутрь, то приходит в полный восторг от размеров дома. Он начинает гадать, кто такой этот мистер Микадона, и как только он садится распаковывать вещи, появляется Нико в боевом режиме, отчаянно пытаясь выгнать того, кого она считает грабителем, проникшим в ее дом. Наш парень пытается объяснить, что он не тот, за кого она его принимает, но неуклюжая девушка поскальзывается и падает на пол, как в дешевой комедии. Ю пользуется этим моментом, чтобы посмеяться над ней, говоря, что даже вундеркинды иногда падают, а потом бросает ей полотенце, словно делает одолжение. В этот момент появляются Мива и Кадзуки и спрашивают, что этот парень делает в их доме, а Нико быстро отвечает, что он явно грабитель. Пока наш герой пытается понять, что здесь делают эти королевские особы, ему звонит сам Микадона. Мужчина спрашивает, нашел ли он дом, и объясняет, что его покойная мать была не только его другом, но и благодетельницей, поэтому он возвращает долг. Затем таинственный мистер добавляет, что забыл сказать ему, что у него 3 дочери, и просит парня подружиться с ними. Ю поворачивается к сестрам, вспоминая предсмертное желание матери, и думает, что теперь ему действительно придется стать семьей с 3 девушками Микадона. Для него вся эта ситуация кажется сном. Жить с 3 одаренными красотками – это как благословение небес. Однако девушки не в восторге от этой договоренности, но поскольку их отец все решает, у них нет выбора, кроме как подыграть. Тем не менее, парень берет себя в руки и снова представляется, надеясь узнать их получше. И тут он понимает кое-что ужасное. Весь особняк выглядит как свинарник, замаскированный под дом, повсюду беспорядок. Очевидно, Кадзуки должна была мыть посуду, но она придумала какое-то нелепое оправдание, что у нее нет времени. На самом деле она пыталась, но в итоге разбила всю посуду и сдалась в отчаянии. Тем временем Мива и Ника должны были заниматься стиркой и уборкой, но, судя по их виду и движениям, они сами нуждаются в уборке. Получив выговор, девушки быстро переключаются и начинают дразнить нашего парня, говоря, что он едва набрал жалкие 45 баллов на тесте на профпригодность. Но Ю не позволяет ему уйти от ответа и поправляет их, говоря, что он набрал 42 балла. Пока они втроем припираются и жалуются, они оглядываются и замечают, что все вокруг сияет, как в 5-звездочном отеле. Оказывается, пока они болтали, парень уже превратился в волшебника-уборщика. На следующее утро наш парень просыпается в надежде получше узнать девушек за завтраком, ведь сегодня нет занятий. Он планирует немного отдохнуть, но эта идея быстро отпадает из-за непрекращающихся землетрясений. Оказывается, это Ника разбивает плитку голыми руками в своем личном додзе. Увидев это безумие, он идет проверить остальных. Мива играет в сёги и спорит с искусственным интеллектом. А Кадзуки выглядит так, будто у нее лаборатория по производству наркотиков, она бросает разные вещи в блендер и делает подозрительный молочный коктейль, который может либо отравить кого-то, либо убить на месте. Когда он спрашивает, что она делает, Кадзуки издевается над ним и говорит, что это их утренняя рутина, точно так же, как таким людям, как он. Нужно чистить зубы и делать другие базовые вещи. Он предлагает поужинать вместе. Старшая дочь Микадона говорит ему, что они все будут заняты репетициями и расписанием. Затем он поворачивается к Миве, чтобы пригласить ее на завтрак. Но она уже пьет сок, вероятно, подпитывая свой мозг сахаром. Чувствуя себя раздавленным, не вундеркинд в доме, полном гениев, идет на кухню, думая, что все как раньше, когда его мама готовила только для себя. Доказывая, насколько эгоистичными могут быть вундеркинды, он задается вопросом, как ему не удалось наладить отношения с собственной семьей. Но он почему-то думал, что сможет сделать это с совершенно незнакомыми людьми. Когда он садится завтракать, входит Нико. Хотя она явно хочет съесть всю аккуратно приготовленную еду, она сдерживается и говорит, что это несбалансированный завтрак для нее. Ю начинает облизывать еду, чтобы соблазнить ее, но она громко жалуется на избыток углеводов и жиров. Добавляя, что ей нужно еще как минимум 20 граммов белка и витамин В. Ю считает смешным, что кому-то нужно считать питательные вещества перед едой. Мика объясняет, что для нее правильное питание так же важно, как и тренировки. Когда девушки собираются уходить, он вспоминает, что его мама придерживалась разных диет, в зависимости от съемок. Когда девушки в спешке выбегают за ворота, он внезапно появляется позади них и говорит, что они кое-что забыли. От этого у них по спине пробегает холодок, и они начинают в панике проверять все, споря о том, чего не хватает. Но он просто хотел пожелать им хорошего дня, и хотя они считают это ненужным, девушки краснеют по дороге на тренировку и почему-то чувствуют себя немного счастливыми. Тем временем Ю моет посуду, и в этот момент ему звонит таинственный мистер Микадона. Мужчина сообщает ему, что его не будет дома из-за работы, и Ю остается наедине с 3 девушками.
Затем дядя просит его об одолжении, говоря, что он должен поддержать своих дочерей, потому что скоро им придется столкнуться с трудностями. По его словам, просто быть рядом с ними будет достаточно, чтобы помочь им раскрыться. Его будущий тесть подробно рассказывает, что у каждой из сестер есть свои проблемы. Во-первых, у Кодзуки скоро прослушивание. Ника будет бороться за первое место на национальном чемпионате по карате, а Мива должна бороться за свой титул в матче по сеге. Услышав, что его шансы на успех возрастут, если он поможет девушкам, Ю очень радуется и вешает трубку. Сделав глубокий вдох, Ю задается вопросом, чем он, бесполезный, может им помочь с телосложением чихуахуа и мозгами пылесоса. Он сомневается, что сможет помочь вундеркиндам, которые не отдыхают даже по выходным. Но тут до него доходит, что если они потерпят неудачу, их будут называть неудачниками, как и его всю жизнь. И чтобы с ними этого не случилось, он клянется, что никогда не позволит им страдать. Он начинает с того, что отправляется в путешествие, чтобы понять каждую из девушек и завоевать их сердца семейными ужинами. Когда солнце садится, Нико возвращается домой с тренировки, выглядя подавленной, и тут ее сердце выскакивает из груди, потому что она совсем забыла, что у нее под одной крышей живет раб-мужчина. Ю берет немного супа из кастрюли и очаровательно облизывает его, как священный нектар, заставляя Нико занервничать, а затем предлагает ей попробовать его стряпню. Но она самодовольно отмахивается и говорит, что ей не нужны его сливки, потому что она принесла свои. Закончив принимать ванну, она выходит, выглядя как королева, и видит, что малыш готовит что-то настолько вкусное, что даже камень чувствует запах через дорогу. Ю просматривает десятки кулинарных книг и запоминает каждую деталь, чтобы приготовить идеальный ужин. Наблюдая за тем, как он старается, даже после того, как она отшила его, Нико начинает злиться. В этот момент входит Мива, и Ю улыбается, как гордый шеф-повар, объявляя, что он собирается подать такой вкусный суп, что у нее пальчики на ногах подогнутся. Видя, что он ведет себя как полный придурок, девушки думают, что он просто болтает. И тут Нико вспоминает старые времена, когда у сестер был личный повар, который готовил 5-звездочные блюда из первоклассных ингредиентов. Но даже 5-звездочный повар отказывался есть эту изысканную еду, потому что в ней не было питательных веществ, и она ела только то, что полезно для ее организма. Позже той же ночью рыжеволосая девушка сидит в своей комнате и уплетает тако, как голодный африканец, когда любопытство наконец берет верх. Она пробирается на кухню, видит, что Ю там нет, и замечает на столе прекрасный ужин. Тут Ю выскакивает из-за спины, удивляет ее и рассказывает о том, что в блюдах много белка, витаминов и минералов, которых более чем достаточно, чтобы накачать мышцы. Плюс его секретный соус, чтобы все было вкусно. Пораженная статистикой, она признает поражение, и Ю падает в обморок, потому что он весь день разговаривал с диетологом, чтобы приготовить для нее идеальный ужин. Поняв, сколько усилий он приложил, Нико краснеет, как спелый помидор, и, наконец, садится, чтобы попробовать. Как только она пробует, она говорит ему передать шеф-повару комплименты. Ю тем временем начинает сомневаться, сможет ли он приручить ее едой, как он приручает кошек в Майнкрафт, но его глупое лицо явно смущает ее. Тем временем Ми уже пускает слюни при виде еды и пытается пробраться вниз, чтобы перекусить. Но Ю ловит ее на полпути и начинает засыпать ее фактами о питании, пока она не сдается и не садится за стол, как нормальный человек. Услышав, что он приготовил еду и для Мивы, Ника начинает уважать Ю еще больше. Мива замечает, что у ее сестры редкое мягкое выражение лица, и понимает, что она давно так не выглядела, а еще замечает, что Ника поправилась на несколько килограммов. Нико огрызается, что Мива сама не модель, но Мива просто смеется, потому что все хорошее достается ей, а остальное питает ее мозг. Пока Ю с удовольствием наблюдает за разговором сестер, входит Кодзуки и с отвращением видит, что они вместе едят за столом, как настоящая семья. Лорд Рис подкрадывается к ней и небрежно сообщает, что у него есть коричневый рис с витамином B12 для ее кожи. А еще маринад из лосося с антиоксидантами, чтобы снять стресс после долгого рабочего дня. Его предложение почти срабатывает, но она холодно отказывает ему и не поддается его чарам, как ее слабовольные сестры. Нико огрызается и защищает тебя от слабовольных притязаний. Но Кадзуки ясно дает понять, что она не против семейных посиделок, просто ей не нравится есть крестьянскую еду за одним столом с принцессой. И вот так последний кусочек самоуважения Ю исчезает в царстве теней. Увидев, что он выглядит так, будто у него умерла бабушка, Нико берет тарелку из его рук и начинает есть, чтобы подбодрить его. Но Ю мгновенно приходит в себя и строго предупреждает ее, что если она продолжит воровать дополнительные порции, то действительно превратится в пухлого плюшевого мишку. Мива не понимает, хочет ли он, чтобы они ели его еду или нет, а у Ника чуть не случается аневризма от его неуважения. Ю вежливо заявляет, что его работа — следить за всем, что попадает в ее организм, и его возмутительные слова чуть не заставляют Нико взорваться от смущения. Прошло 3 дня с тех пор, как Ю переехал к сестрам Микадона. Но, несмотря на его неустанные усилия,
Кадзуки по-прежнему отказывается есть то, что приготовлено его грязными руками. Вспоминая приказ отца помочь девочкам раскрыть свой потенциал, Ю включает своего внутреннего Лилуша и придумывает план А. Во время перерыва по коридорам разносятся пронзительные крики, когда толпа девочек окружает Кодзуки-симпай, как мотыльки, осыпая ее похвалами. У Ю отвисает челюсть от того, насколько она популярна, но он готовится к встрече и с широкой улыбкой машет стаи. Девочки сразу узнают в нем бездарного бездельника. И Кадзуки говорит ему, чтобы он убирался, пока не испортил ее божественную ауру своей энергией неудачника, и смотрит на него так, будто он использовал туалетную бумагу. Но Ю называет ее Амини и говорит, что не спал всю ночь, пытаясь завоевать ее расположение, и у него есть кое-что, что может дать ей только он. И он уверен, что ей это понравится, очевидно имея в виду свою еду. Девочки в смятении, и Кадзуки кричит на Ю, чтобы он перестал вводить всех в заблуждение своими мерзкими заявлениями. И клянется, что заставит его заплатить за это, когда они вернутся домой, что еще больше усугубляет ситуацию. Ее армия поклонников засыпает ее вопросами, и Ю пользуется этим, чтобы улизнуть. Позже Ю встречается с Ника, чтобы обсудить, как завоевать расположение Кодзуки, и удивляется, насколько сильно клуб карате зависит от нее. Но как только она замечает его, Кадзуки вспоминает его возмутительное заявление, сделанное накануне, и от одной мысли о том, что он снова появился, она приходит в ярость. Ее преданные поклонники тут же спрашивают, кто этот дурак, который так небрежно называет ее по имени, но один взгляд на королеву демонов заставляет их бежать. Ю быстро понимает, что если он продолжит в том же духе, то живым не уйдет. Так что Мива — его последняя надежда. В другом конце школы Мива играет в сёги на своем телефоне, когда слышит, как ее одноклассники решают задачу. Она быстро подсчитывает и прямо говорит, что у них, должно быть, не хватает мозгов, если они не могут решить даже такую простую задачу. Как и ожидалось, девочки быстро уходят, сохранив остатки уважения, и Ю смотрит им вслед. Он заходит в класс, но, почувствовав, что настроение Мивы в школе совсем другое, сдерживает свое волнение. Ю вежливо приглашает ее пообедать с ним в столовой, но она говорит ему, чтобы он проваливал. Когда Мива понимает, что он не отступит, она уходит из класса, а он продолжает преследовать ее по всей школе. Он упрямо преследует ее, даже когда она настаивает, чтобы он оставил ее в покое. И прежде чем они это осознают, она радостно смеется, убегая, как будто это игра в догонялки. Поиграв, явно неспортивный дуэт тяжело дышит, как собаки с астмой, и он замечает, что она похожа на Тихоню в классе. Услышав это, она признается, что ей трудно общаться с обычными старшеклассницами, потому что она из королевской семьи. Когда Ю говорит, что понимает ее, она в замешательстве смотрит на него, не понимая, как это возможно. Сев с уверенностью, он говорит, что он тоже из королевской семьи, точнее, из королевской семьи с низким интеллектом, и что он неудачник, несмотря на очаровательную внешность, унаследованную от его потрясающей матери. Он пытается объяснить ей, что быть другим — это не так уж плохо, и в середине своей мотивационной речи Ю забывает, о чем вообще говорил, что очень раздражает Миву. Но, немного поиздевавшись над ним, она называет его Бакой, своим маленьким Бакой. Во время обеда Ю говорит Миве, что ищет способ завоевать расположение Кадзуки, потому что у него заканчиваются варианты. Она рассказывает ему, что когда ей было 3 года, она видела, как ее сестра была очень счастлива, когда их мама приготовила для нее особенное блюдо. Но это почти все, что она помнит. Это шокирует Ю, потому что его мозг не может вспомнить, что он делал 5 минут назад. Но с этой подсказкой он возвращается на кухню и начинает думать, какие блюда готовила для нее мама. В этот момент сзади появляется Кадзуки, похожий на зомби, и когда он задает ей вопрос, она падает с тяжелым стуком, потому что у нее очень высокая температура. Позже в своей комнате принцесса утверждает, что это не так уж важно и что она просто устала. Но Мива получает ожоги 3-й степени, просто прикоснувшись к ее лбу, и Ника пытается приложить к ней охлаждающую подушечку, пока упрямая сестра сопротивляется. Тут появляется Ю с тарелкой каши, и она так злится, что выгоняет их всех, а потом плачет в постели из-за своего слабого тела. Ю понимает, что она знает, как легко заболевает, и все равно продолжает репетировать. Он оставляет кашу у ее двери, но после того, как она во второй раз отправляет ее обратно, он врывается в комнату неблагодарного гремлина и получает от нее нагоняя. Но когда она собирается выгнать его, у нее подкашиваются ноги, и она медленно падает, а он просто стоит, готовый стать ее живой подушкой. Затем она спрашивает его, почему он не оставляет ее в покое. А Ю отвечает, что хочет, чтобы она поскорее выздоровела и не пропускала репетиции, и даже предлагает давать ей частные уроки. Кадзуки серьезно сомневается в его способностях, но он хвастается, что дебютировал, когда ему было 2 года, и утверждает, что он ее сэмпай с 4-летним стажем. Прочитав сценарий, он берет на себя роль принцессы, а Кадзуки играет принца. Но как только он произносит первую строчку, более жесткую, чем утренний стояк, она захлопывает дверь перед его носом. Наш парень говорит ей, что просто разогревался, а потом признается, что его мама водила его на бесчисленные прослушивания, и он провалил каждое из них. Это ее очень злит, и она говорит избалованному ребенку, что он никогда не поймет, что такое тяжелая работа.
Но на следующий день он возвращается, перечитав сценарий, и снова получает отказ. На третий день он приходит после 10 репетиций, но от его ужасной игры у нее кровь из ушей идет. На следующий день она сердито говорит ему, чтобы он перестал ныть, и он признает поражение. А она вспоминает, как ее актерская команда возлагала на нее большие надежды, чтобы она сыграла безупречно. Кадзуки решает встать с постели, чтобы не терять время. Но когда она видит, как Ю тренируется в гостиной, она удивляется, насколько он все еще плох, несмотря на все усилия, и это заставляет ее улыбнуться. На следующее утро она снова слышит его ужасную игру, но на этот раз решает подыграть. В этот момент Ю показывает блестящую игру, которая шокирует их обоих. Он плачет от радости, что наконец-то заставил маму гордиться им после 14 лет неудач, а Кадзуки радуется, что этот дурачок так счастлив из-за одной строчки. Это так ее радует, что она говорит ему, что позволит такому простолюдину, как он, приготовить ей еду, но при одном условии. Ю спрашивает, что это за условия, но она очень стесняется, как будто собирается показать ему историю своего браузера в режиме инкогнито. А потом вдруг выпаливает список того, что она не хочет есть, и Ю понимает, что она слишком стесняется признаться, что она привередлива в еде. На следующий день у Мивы и Нико одновременно случаются припадки, когда они смотрят, как Кодзуки спокойно ест приготовленную Ю еду и думает, что наступает конец света. Ю хвалит ее за то, что она доела суп, как хорошая девочка, но она говорит, что съест все, что угодно, если там не будет моркови. Тогда он шепчет, что все время кладет в суп тертую морковь, и она дрожит. Сев за стол, он наконец-то вздыхает с облегчением, потому что ему удалось уговорить сестер есть то, что он готовит. Однако на следующий день его ждет большой сюрприз. Им не понадобится его помощь с готовкой, потому что девушки будут репетировать большую часть дня. Поэтому он неловко желает им хорошего дня, чувствуя себя домохозяйкой, которая только что развелась. Но для него это не новость, ведь его мать тоже часто уезжала на несколько месяцев. Именно поэтому они не смогли сблизиться, как хотели. И снова он чувствует, что расстояние между такими гениями, как они, и такими неудачниками, как он, слишком велико, и хотя отец просил его поддержать их, он не знает, что делать. Глядя в окно, он вспоминает записку, которую мама написала ему в больнице, где она желала ему счастливой семьи. И тут он понимает, что даже не знает, что такое счастливая семья. Внезапно он вспоминает сериал, в котором его мама играла любящую мать в семейном шоу без драмы и с чистой семейной добротой. Он просматривает 6 томов за один присест, и в одном из них его мама играет самую счастливую роль в своей жизни. Ее свадьба. Но он понимает, что все это сценарий, а настоящая семья, в которой он застрял, полная противоположность тому, чего она для него желала. В этот момент сестры Микадона возвращаются домой и ругают Миву за то, что она такая неряха, потому что выглядит так, будто только что вернулась со смены на угольной шахте. Они видят, как Ю вытирает слезы, смотря какой-то фильм, и удивляются, что его так расстроило. Мива думает, что это просто очередное семейное шоу. Но когда Кадзуки видит свою маму по телевизору, он понимает, что он все еще ребенок, который очень скучает по маме, хотя Ю просто развлекался. С серьезным выражением лица она уверяет его, что ему не нужно так много работать и быть отцом-домоседом, чтобы они чувствовали себя семьей, и Мива ее поддерживает. Нико говорит, что он может быть нахлебником, потому что они с самого начала не ждали от него многого, но это его злит. Ю признается, что он так много работает, потому что не пытался сблизиться с мамой, думая, что они слишком разные, и потом пожалел об этом. Поэтому он хочет наладить отношения и не хочет упускать шанс насладиться счастливой семейной жизнью с ними. Все 3 сестры пугаются, когда слышат, как он говорит «счастливая семья». А Нико бормочет себе под нос, что счастливые семьи — это фантазия, которая существует только на телевидении. Но вскоре Дир все же соглашается и спрашивает, как они могут быть семьей. В это время главный герой на экране делает предложение героине и целует ее, заставляя зрителей визжать. После этого Ю чувствует, как сестры Микадона пронзают его душу своим взглядом, а потом впадает в панику из-за безумного плана маленького человечка. Кадзуки отрицает это, она на секунду представила, что выходит замуж, а Ника пытается убедить себя, что лучше будет тренироваться, чем выходить замуж за неудачника. А Мива думает, что ей промыли мозги этой глупой любовной сценой. В этот момент Ю заявляет, что уже сделал свой выбор, и называет имя Нико. Она замирает на месте, а он продолжает и говорит, что они должны знать дни рождения друг друга. 3 сестры в шоке, когда он объясняет, что Нико учится в том же классе, что и он, поэтому как член семьи он должен знать, кто она, его младшая сестра или старшая. Это снова сбивает девушек с толку, и они говорят нахлебнику, чтобы он оставался в мусорном ведре, где ему и место. Позже, в ванной, Нико все еще смущена, когда слышит его низкий голос, доносящийся из кухни. Она выбегает, думая, что кто-то вломился, но находит его расстроенным, потому что хлеба для бутербродов не осталось. Нико огрызается на него, чтобы он перестал плакать из-за таких мелочей, но когда она понимает, что почти голая, смущается и врезается прямо в Миву. Ее умная сестра сразу замечает, что она слишком красная для того, кто только что вышел из ванны. Мива начинает анализировать все возможные сценарии, которые могли бы так ее смутить, когда появляется Ю с кучей полотенец.
Ее гормоны зашкаливают, когда он касается ее руки, поэтому она роняет полотенце и начинает издеваться над ним. Из-за этого Ю думает, что его наказывают за то, что он нахлебник. Увидев, что у Мивы тоже гормональный сбой, Нико спрашивает, не влюбилась ли она в этого маленького негодяя. Но Мива сразу же понимает, что это тоже, и начинает отчитывать ее за то, что она случайно призналась. А Ю молча складывает полотенце в зоне боевых действий, наблюдая, как две сестры ссорятся. Кадзуки вздыхает и говорит своим младшим сестрам вести себя как подобает. Ю просит ее помочь убрать кастрюлю на верхнюю полку, и очаровательная принцесса спрашивает, не нужно ли ему еще что-нибудь, когда она закончит. Когда Ю благодарит ее с очаровательной улыбкой, она ведет себя спокойно, потому что это явно не заставило ее растаять. Пока ее сестры не замечают этого и не начинают спорить, кто из них самый большой влюбленный идиот. В конце концов, Ю устает и говорит им всем прекратить, потому что они семья. Он также признается, что понятия не имеет, из-за чего они ссорятся, и девушки смотрят на него с разочарованием. Когда они уходят, он вздыхает и замечает, что они оставили всю гостиную в беспорядке. Убирая, Ю тихо размышляет, что реальная жизнь никогда не будет такой идеальной, как в телевизоре. Но даже тогда ужин, который они разделили, останется в его памяти навсегда. Он мечтает о счастливой жизни с ними. И тут он находит неожиданное сокровище – фотографию 3 очаровательных маленьких девочек Микадона. Он сразу же влюбляется в них и удивляется, как они превратились в то, что есть сейчас. Он хотел бы сделать новую фотографию под цветущей вишней и решает спросить, кто забыл эту фотографию. Но когда он спрашивает сестер, все трое сразу же захлопывают дверь перед его носом. Это только усиливает подозрение Шерлока, что одна из них что-то скрывает. И если кто-то хранит эту фотографию, значит в глубине души кто-то из них скучает по старым добрым семейным дням, как и он. Однако на следующее утро все 3 сестры расходятся, прекращая его частное расследование, не успев оно начаться. Тем не менее, он впечатлен тем, что эти вундеркинды путешествуют по всей стране и решает узнать больше о том, где проходят их мероприятия. И тут ему везет. Позже, тем же вечером, Ю подогревает молоко, чтобы помочь Кадзуке лучше уснуть, но Мива и Ника выглядят раздраженными, потому что забыли забронировать номер в отеле. И тут их вечер озаряется сарказмом, когда он говорит, что уже забронировал для них отель. Он протягивает им 2 отдельные карты и нахально желает им счастливого пребывания, потому что выбрал для них 5-звездочный отель. Ми недовольна и дуется, что не может есть мусорную еду 2 дня, и Ника соглашается. Тогда нахальный гремлин спрашивает, не говорит ли она, что не может прожить без него ни дня. Ее щеки краснеют, как розы. Самодовольный гоблин широко улыбается и говорит, что рад присоединиться к ним. Позже на турнире по Сеге Мива побеждает своего соперника за считанные секунды, оставляя всех ошеломленными ее талантом. На выходе женщина сообщает ей, что ее следующий матч будет против мастера 4 класса, так что это может быть непросто. Но Мива уходит со скучающим видом и думает о том, чтобы потренироваться с Ай в отеле. И тут ее завораживает потрясающий вид цветущей сакуры. Она вспоминает счастливые моменты из детства и возвращается в отель, но тут ее челюсть отвисает, когда она видит, как переодетый Кадзуки регистрируется на стойке. 2 сестры сразу же начинают расспрашивать друг друга, и в этот момент появляется Нико и в шоке роняет сумку. Наконец, поняв, что к чему, Мива спрашивает у Пламенной Головы, не в том ли городе проходит ее турнир. Ю появляется с самодовольным видом и говорит, что это неправильно, когда 3 сестры даже не знают, куда едут друг друга. Он с гордостью сообщает, что поскольку они не разговаривают, он нашел время, чтобы они это сделали. Сестры приходят в ярость, когда узнают, что он забронировал им 1 номер. Но Ю просто притворяется, что сделал им огромное одолжение, дав им возможность поболтать всю ночь. Оставив это в стороне, они спрашивают, что он здесь делает, и Ю объявляет себя их официальным гидом на фестивале, тайно планируя сделать семейное фото, хотят они этого ор нет. Однако сестры против его глупой идеи, поэтому он пытается убедить их, что есть знаменитый храм, в котором они могут помолиться об удаче. Нико отвергает его, говоря, что она не неудачница, как он, которой нужна удача. Но Ю утверждает, что даже лучшие вундеркинды из Голливуда ходят туда, потому что вера открывает новый уровень уверенности. К тому же это отличный способ отвлечься от унылой рутины. Наконец, он убеждает их, упомянув свежие морепродукты, ведь это приморский город. И у девушек, особенно у Кадзуки, не остается выбора. Она говорит, что это все для ее инстаграма и предлагает сходить за покупками. Они идут в магазин кимоно, который Ю заранее нашел, и продавщицы в восторге от внезапно появившихся 3 легенд. Они выбирают кимоно в зрелом стиле для Кадзуки, чтобы подчеркнуть ее грацию, а Мива выбирает кимоно с котиками, чтобы подчеркнуть ее игривый характер. Но когда Ю поворачивается к Нико, она все еще сидит с недовольным видом. Поэтому он спрашивает, не нравится ли ей кимоно, и говорит, что есть много разных стилей, но она ворчит, что все равно будет выглядеть в них плохо. Тогда продавщица приносит ей кимоно с острым дизайном, чтобы подчеркнуть ее красоту. Но Ника вспоминает, как однажды хотела купить себе платье, но отец не разрешил ей купить ничего женственного. Она огрызается на продавщицу, но тут появляется Ю с кимоно, который излучает женственность, и говорит, что оно идеально подходит ей.
потому что она самая милая девушка, которую он знает. Нико это задевает, и когда он просит ее выбрать между двумя стилями, она берет оба в примерочную, и когда выходит с завязанными волосами, все трое поражены ее чарующей красотой. После этого необычная семья отправляется на фестиваль. Мива говорит, что проголодалась, и ты напоминаешь ей, чтобы она не отходила далеко. В этот момент толпа узнает Кадзуки, и к ней тут же устремляется толпа фанатов, желающих получить автограф. Ты надеялся, что сестры сблизятся во время этой прогулки. Но судя по тому, как все складывается, Кодзуки, похоже, переключилась в рабочий режим. Пока она смотрит, как ее сестры наслаждаются едой, Кадзуки на мгновение чувствует ностальгию, но тут же отмахивается от нее. В то же время девушка рядом, которой явно неинтересно Кадзуки, просит подругу поторопиться и пойти за ней. Но когда она отворачивается, ее сандалия ломается, и она начинает падать. Прежде чем она упадет на землю, Кадзуки ловит ее и впечатляет даже тех, кто не был ее фанатом. Подняв девушку на руки, она помогает ей найти место, где можно присесть. Тем временем Ю с трудом пытается уследить за Кодзуки в такой толпе. После того, как Кадзуки отводит девушку в безопасное место и начинает бродить по улицам в окружении фанаток, ее внезапно толкают прямо в кусты, и она сразу же подозревает, что это похититель. Оказывается, так называемый похититель никто иной, как наш парень. Синяя голова готова устроить скандал, уже пыхтит от злости и требует объяснений. Но прежде чем она успевает начать ругаться, он спокойно затыкает ее и говорит, чтобы она просто поела то, что он принес, и наслаждалась фестивалем. Она, конечно, спорит и отворачивается, как обиженный котенок. Она настаивает, что он не может всегда подкупать ее едой. Но наш парень не отступает и говорит, что видел, как она поранила ногу. Не теряя времени, он осматривает ее и обнаруживает, что это довольно серьезная травма. Осторожно перевязывая ее, он говорит, что ей не нужно соответствовать чьим-то ожиданиям, и она может быть кем угодно. Рыжая голова заканчивает перевязывать ее ногу спокойным, деловым тоном, а она сидит и краснеет, как смущенная школьница. Тем временем Нико и Мива изо всех сил стараются насладиться днем. Но оказывается, что рыжая голова совершенно безнадежна в играх на фестивале. Ее лицо краснеет, как вареный помидор, когда она не может поймать ни одного лосося, размахивая руками, как будто ловит рыбу с закрытыми глазами. В этот момент они оба замирают, когда видят, что к ним подходит их старшая сестра, а рядом с ней Ю, который каким-то образом убедил ее надеть маску, чтобы она могла остаться неузнанной. Затем Ю предлагает сыграть. Они объединяются с Кадзуки, а Нико и Мива остаются вдвоем. Нико тут же подкалывает сестру, говоря, что ей стоит носить эту жуткую маску с улыбкой, потому что ее обычное лицо выглядит так, будто она готова кого-то убить. Кадзуки улыбается под маской, и игра начинается. Ю первым ловит рыбу, а за ним Мива, которая тут же кричит, что это нечестно, и обвиняет сестру в жульничестве, потому что она еще даже не поймала свою рыбу. Ситуация быстро выходит из-под контроля, и игра превращается в настоящую драку между сестрами. Ты отступаешь. Понимая, что это может быть редкий момент сближения, ты убегаешь, чтобы посмотреть на грандиозное соревнование, которое проходит неподалеку. Судя по всему, задача состоит в том, чтобы перепрыгнуть через платформы в форме лотоса и добраться до ворот Тории, что, честно говоря, похоже на игру для суперлюдей. Победитель не только получает невероятную удачу, но и делает неловкое селфи с золотым стражем храма. Ведущие тоже настроены серьезно, утверждая, что если поставить это селфи на заставку телефона, то удача будет сопутствовать тебе, и даже дают странную гарантию. Ты просматриваешь старые фотографии сестер с фестиваля и понимаешь, что это то самое соревнование, в котором они когда-то выиграли и получили эту статую. Вдохновленный, ты решаешь воссоздать эту сцену, надеясь, что сможешь каким-то образом совершить невозможное и сам добраться до финиша. Прежде чем Ю успевает что-то решить. Толпа уже сходит с ума, люди спешат выиграть это проклятое селфи со статуей. Один за другим они терпят неудачу, потому что некоторые платформы в форме лотоса просто проваливаются, как только кто-то на них наступает. Оказывается, нужно найти счастливый путь из листьев, чтобы добраться до ворот и не промокнуть. Это похоже на живую версию игры Fall Guys. Люди прыгают и падают, и следующей группе становится немного легче угадать, какие платформы выдержат. Чем больше они падают, тем яснее становится путь, но ведущие продолжают улыбаться, как злодеи из игрового шоу. По их словам, это настолько сложное испытание, что за последние 10 лет никому не удавалось его пройти. И последними, кто это сделал, были никто иные, как 3 сестры Вундеркинда. И тут наступает очередь Ю, и он почти сразу же проваливается, как будто вселенная с самого начала была против него. Хотя правила позволяют людям попробовать еще раз, большинство из них сдаются, понимая, что не стоит тратить время на прославленную фотографию с золотой игрушкой. Но Ю упрямо продолжает прыгать в воду. Бедный парень разбивает себе лицо, но даже не думает сдаваться. Даже когда наступает ночь и начинается дождь, как будто это божественный знак, чтобы сдаться, Ю все равно отказывается признать поражение.
Ведущие пытаются уговорить его сдаться, говоря, что дело не в усилиях, а в чистой удаче, и даже предлагают сделать фото, не выигрывая. Но ты думаешь о том, что сестры, наверное, выиграли, двигаясь вместе, как единое целое, в нужный момент. И это воспоминание убеждает тебя идти до конца, несмотря ни на что. Ты продолжаешь прыгать на шаткие платформы, и на этот раз каким-то образом добираешься до ворот. Ведущие аплодируют и, наконец, приглашают тебя сделать селфи, но вместо этого рыжеволосый парень убегает, крича, что ему нужно сначала кое-кого найти. Когда он убегает, чтобы найти сестер Микадона, звучит объявление о том, что фестиваль заканчивается раньше из-за сильного дождя. Понимая, что он опоздал, ты падаешь на пол, чувствуя себя бесполезным. В голове звучат голоса 3 девушек, которые напоминают, что это ты привел их сюда, и они, наверное, уже вернулись в отель, а ты снова остался один. Но когда ты закрываешь глаза и открываешь их, то видишь 3 вундеркиндов, стоящих прямо перед тобой с зонтиками. Они спрашивают, почему ты не вернулся, и почему ты весь мокрый и в грязи. Ю говорит, что думал, что они его бросили, но девушки отвечают, что они не такие бессердечные. Они просят его проводить их обратно в отель, называя его своим фестивальным проводником, и даже позволяют ему взять их зонтик, объясняя, что в киоске осталось только 3 зонтика, и они не смогли найти 4-й. В конце концов, 3 сестры начинают спорить, кому достанется зонтик Оливера. Мива выигрывает в игре камень, ножницы, бумага и оказывается в центре внимания. Вернувшись и приняв душ, девушки проверяют своего проводника и видят, что он выглядит ужасно. Они спрашивают, собирается ли он вообще не мыться, и тут рыжеволосый парень смущенно признается, что забыл забронировать отдельную комнату для себя. Теперь все отели поблизости переполнены, и ему негде остановиться. Неловко улыбаясь, парень говорит, что переночует в кафе. Сестры смотрят на него, понимая, что он безнадежен, и когда он собирается уйти, Кадзуки останавливает его и затаскивает в свою комнату. Но они все спорят о том, что это будет позором для их имени и профессии, если котенок простудится под дождем на улице. Ника даже говорит, что раз они уже живут вместе, то это не проблема. Следующая проблема в том, что у парня нет халата, потому что он тоже забыл его взять. Но после нескольких неловких взглядов и неловких моментов Ю наконец находит запасной халат и спешит принять душ. Пока он моется, он кричит из-за двери, чтобы они забыли о его существовании и хорошо выспались. В конце концов, свет гаснет, и все ложатся спать. Но теперь возникает новая проблема. У 3 вундеркиндов учащенно бьются сердца, они не могут заснуть, их лица раскраснелись, хотя у них нет температуры. Затем история немного возвращается назад, показывая, что Ю действительно удалось уговорить 3 сестер сфотографироваться со статуей. Как и ожидалось, он снова все испортил и начал дурачиться, что только рассмешило сестер еще больше. Вернувшись в настоящее, парень с энтузиазмом проверяет свою сумку и не находит старую фотографию 3 сестер. Вместо этого он находит письмо, в котором говорится, что она забрала фотографию. Он улыбается, радуясь, что фотография теперь у ее законной владелицы, и засыпает через несколько секунд. Увидев, что он так быстро заснул, 3 девушки тихо садятся. Они удивляются, почему до сих пор не спят, обмениваются взглядами и тихо начинают говорить о том, что они совсем не изменились. Они спорят и смеются над старыми воспоминаниями, понимая, что, хотя они живут вместе, жизнь не дает им времени на такие моменты. Мива поворачивается и смотрит на старую и новую фотографии вместе с сестрами, подтверждая, что именно она все это время хранила оригинал. Она смеется, думая о тебе как о милом идиоте, который прошел через все это, чтобы они снова сфотографировались вместе. 3 сестры молча благодарят парня в своих сердцах, прежде чем наконец заснуть. На следующее утро, когда они занимаются домашними делами, Ю случайно смотрит новости и удивляется, увидев заголовки, в которых хвалят 3 вундеркиндов за выдающиеся результаты. Несмотря на то, что прошлой ночью он дурачился, на следующий день, сидя в классе, Ю мечтает о том, как он приготовит ужин для 3 сестер, когда вернется домой. Он проводит весь день, покупая продукты, а затем направляется в особняк Микадона, когда солнце уже садится. Открыв ворота, он обнаруживает, что 3 сестры уже вернулись домой раньше, чем ожидалось. Он также замечает пару незнакомых ему туфель. Войдя, он видит 3 сестер, вежливо стоящих перед мужчиной, спокойно сидящим на диване. В этот момент Ю немного напрягается, гадая, кто этот человек, но, услышав его голос, сразу понимает, что это мистер Микадона, и быстро здоровается с ним, представившись. Мистер Микадона выражает соболезнования по поводу того, что случилось с матерью Ю, но уверяет его, что не стоит беспокоиться, потому что, пока он рядом, ее талант всегда будет жить. Ю считает эти ожидания слишком высокими для такого человека, как он, и смотрит на сестер Микадона, удивляясь, почему они такие серьезные. Затем мистер Микадона переводит разговор и холодно спрашивает у Кадзуки отчет о ее работе.
Она быстро объясняет, что у нее очень плотный график и завтра у нее собеседование. Когда он поворачивается к Нико, она, как обычно, уверенно говорит о победах на чемпионатах и уверяет его, что не сбавит темп. Наконец наступает очередь Мивы, и она тоже дает идеальный отчет. Когда Ю собирается что-то сказать, Микадона встает и прерывает его, говоря, что отчеты о работе уже обсуждены, и он уходит. Ю останавливает его и спрашивает, не хочет ли он присоединиться к ним за ужином, так как он собирался приготовить для них еду. Не отвечая, Микадона подходит к Маске, лежащей рядом. Ю объясняет, что они ходили на фестиваль в выходные. Микадона становится серьезным и спрашивает, чья это была идея. Парень с восторгом рассказывает, как он их туда отвел, и что сестры оказались в одном месте, и что это был тот же фестиваль, на котором они были в детстве. Микадона поднимает Маску к лицу, а затем ругает тебя за то, что ты помешал успеху его дочери. Ты говоришь о том, как им повезло с этим визитом. Но Микадона отмахивается, говоря, что верит только в упорный труд, а не в удачу. Он подходит к тебе и резко напоминает, какой ты бесполезный и жалкий, несмотря на то, что ты сын талантливой актрисы. Он ломает Маску пополам и называет тебя никчемным, утверждая, что бездарным людям не место в его доме. Он продолжает оскорблять тебя и крепко хватает за плечо, но сестры наконец заступаются за тебя. Они спорят с отцом, объясняя, что, хотя у тебя нет больших достижений, ты делаешь все по дому, от уборки до готовки, чтобы они могли сосредоточиться на своей карьере. Кадзуки твердо добавляет, что они могут совершенствовать свои таланты только потому, что он поддерживает их за кулисами. Когда Микадона спрашивает, почему они защищают такого посредственного человека и действительно ли он им нужен, сестры краснеют и неловко оправдываются. Но они продолжают утверждать, что хорошо ладят с тобой и у них крепкая связь. Однако их отец остается непреклонным и говорит, что в семье Микадона нет места для общения. Он напоминает им, что они уже не дети и запрещает им больше ходить на фестивали. Он говорит им сосредоточиться на улучшении результатов и уходит. Ю тихо спрашивает, присоединятся ли они к нему за ужином. Но Ника оборачивается и мягко извиняется, говоря, что у них больше нет времени наслаждаться его вкусной едой. Проходит неделя, и все, кажется, возвращается на круги своя, как было до того, как ты поселился в особняке. Но после встречи с их отцом ты наконец понимаешь, почему эти девушки так усердно работают над совершенствованием своих талантов. И все это из-за их строгого воспитания. Он вспоминает, как сестры наконец начали ладить друг с другом. В тот вечер все в клубе возвращаются домой. Кроме Нека, которая остается допоздна, чтобы потренироваться, как раньше. Оказывается, она приходила домой пораньше только на ужин, но теперь вернулась к своему обычному расписанию. Когда она делает перерыв, чтобы поесть, еда кажется безвкусной после того, как она привыкла готовить. Кадзуки чувствует то же самое, когда смотрит на свой полезный смузи, полный питательных веществ, но больше не может заставить себя его выпить. Даже Мива кажется не в своей тарелке, потому что ее обычные закуски уже не такие вкусные. Все три девушки чувствуют себя потерянными, не понимая, почему они больше не могут вернуться к прежней жизни. Тем временем даже ты чувствуешь себя подавленным и хочешь, чтобы все стало как раньше. Он вспоминает теплую семью из телешоу, в котором снималась его мать, и решает, что хочет создать что-то подобное. Эта мысль дает ему новую мотивацию. На следующее утро, когда три сестры выходят из дома, Ника понимает, что ты не поприветствовал их своим обычным веселым голосом, и ей становится грустно. Позже, в школе, когда наступает время обеда, Нико открывает сумку, чтобы достать протеиновый батончик, но вместо этого находит упакованный ланч. Ее лицо становится красным, как помидор, и то же самое происходит с двумя другими сестрами, каждая из которых находит аккуратно упакованную еду. Когда одноклассники Нико спрашивают, не собирается ли она это есть, и предлагают им взять это себе. Она твердо отказывается и говорит, что съест все сама. Тем временем Ю спит на своем блокноте, совершенно измотанный после того, как проснулся в 4 утра, чтобы приготовить им еду. Позже, когда он обнаруживает, что их ланчбоксы совершенно пусты, он улыбается про себя, зная, что им понравилась еда. В тот вечер три сестры зовут тебя и серьезно говорят, что хотят стать твоими помощниками. Сбитый с толку, ты спрашиваешь, почему они вдруг заговорили о кораблях. Но сестры не в настроении шутить. Они напоминают тебе, что их отец предупредил, что выгонит тебя, если ты не проявишь себя. Поэтому они предлагают, что если ты поддержишь их в предстоящих испытаниях, они готовы принять тебя в свою семью. Они объясняют, что ждет каждого из них, и говорят, что им нужна твоя помощь, чтобы справиться со всем этим. Взволнованный этой идеей, Ю обещает, что будет готовить им обед каждый день, потому что они семья. Но сестры поправляют его и четко объясняют, что он всего лишь помощник. На следующий день, когда сестры Микадона собираются уходить, ты вручаешь им упакованные ланчи.
Кадзуки сообщает, что они вернутся домой около 7 вечера, так что он может приготовить ужин и для них. Он провожает их своим обычным теплым пожеланием, и почему-то этот простой жест заставляет всех троих покраснеть, как помидоры. Как будто в этот момент все становится на свои места. Позже, во время тренировки, Кадзуки надевает парик и неловко пытается работать над своей женственностью. Но тут внезапно появляются две женщины и пугают ее до смерти. Пока Ника тренируется, у нее звонит телефон, и она быстро отвечает, но слышит, что ее тренер только что вернулся из заграничного турне и хочет с ней встретиться. В то же время маленькая Мива усердно тренируется, но ее тренер сбивает ее с ног. Тренер спокойно напоминает ей, что скоро ей придется выбрать, по какому пути она хочет идти. К тому времени, когда сестры Микадона возвращаются домой вечером, у каждой из них в голове крутится много мыслей. Но как только они входят в дом, они видят, что ты неуклюже бегаешь по цветочному горшку. И когда они спрашивают, что ты делаешь, ты уверенно отвечаешь, что собираешься добавить в рецепт удон. И на этот раз хочешь использовать цельнозерновую муку, чтобы снизить содержание углеводов в их рационе. Пока ты все объясняешь, ты внезапно поскальзываешься и падаешь, ударившись при этом, что заставляет девочек немного посмеяться, прежде чем уйти, сказав, что они все равно присоединятся к тебе за ужином. Позже, за ужином, сестры замечают, что еда сегодня немного пресная, и вспоминают, как их отец ненавидел все посредственное. Но в этот тихий момент каждая из них находит утешение в этой посредственности. Позже, когда Ю моет посуду, входит Кодзуки и предлагает помочь. Она говорит, что пытается работать над своей женственностью. Ю замечает, что мытье посуды не имеет ничего общего с женственностью. Но она настаивает и все равно присоединяется. Когда ты говоришь об прослушивании, Кадзуки вдруг немного паникует, признаваясь, что впервые играет женскую роль, и, наверное, поэтому так нервничает. Тут она замечает бинты на руке Ю и спрашивает, что случилось. Ю объясняет, что он не очень хорошо готовит и часто обжигается. Они немного болтают, пока Ю вдруг не поскальзывается, и у него не идет кровь из носа. Кадзуки быстро бросается на помощь, но тоже поскальзывается. Она падает прямо на него, и это выглядит почти как поцелуй. Она быстро встает, и пока ты извиняешься, она отмахивается, говоря, что это просто случайность. Позже, когда ты обрабатываешь его нос, ты не можешь не пожалеть девушку, которая буквально поцеловала парня с кровоточащим носом. Но она, кажется, совсем не переживает. Это заставляет его понять, что она, должно быть, привыкла к таким сценам на сцене. Но ему все равно жаль себя. Он знает, что его первый поцелуй был с привкусом крови. С другой стороны, когда Нико говорит, что может пойти дождь, Кадзуки включает телевизор, чтобы посмотреть прогноз погоды, но вместо этого видит сцену поцелуя. Она быстро выключает его и говорит Нико посмотреть прогноз погоды в интернете. После этого она встречает Миву и говорит, что ее желе выглядит аппетитно. Мива с гордостью говорит, что его приготовил для нее новенький, и добавляет, что это похоже на поцелуй с мягкими губами. Упоминание о губах снова сбивает Кадзуки с толку, и она со стуком ставит чашку на стол, а потом уходит в свою комнату и закрывает за собой дверь. Она прикасается к своим губам, все еще взволнованная. Внезапно без стука входит парень, и это сразу же вызывает у нее гнев. Ю спокойно объясняет, что пришел только для того, чтобы прояснить ситуацию, и добавляет, что уверен, что она не хотела бы тратить свой поцелуй на такого, как он. Он предлагает им обоим притвориться, что ничего не было. Когда он уходит, Кадзуки взрывается от разочарования, называя его придурком за такие слова. Позже, во время репетиции, она начинает думать, что ты, возможно, был прав, и забыть о случившемся было бы лучше всего, потому что ей нужно сосредоточиться на предстоящем прослушивании. Она пытается репетировать свою женскую роль, но у нее ничего не получается, потому что все, что она делала до сих пор, больше похоже на принца, чем на девушку. Во время следующей репетиции, снова играя роль принца, она внимательно смотрит на девушку, с которой репетирует, и вдруг понимает, чего ей не хватало в предыдущей роли. Когда сцена переходит в поцелуй, она вспоминает свой недавний несчастный случай и отпрыгивает назад, совершенно смущенная. Режиссер тут же останавливает ее и спрашивает, что происходит, напоминая, что все, что происходит в ее личной жизни, в конечном итоге повлияет на ее выступление на сцене. Позже вечером Кадзуки подходит к Ю и говорит, что в последнее время ей стало сложнее репетировать. Поэтому ей нужно, чтобы он приготовил ей еду, повышающую выносливость. Когда Ю встает и задергивает шторы, она вдруг спрашивает, свободен ли он в это воскресенье.
Когда он подтверждает, она подходит немного ближе и, смутившись, смотрит ему в глаза и уверенно говорит, что хочет пойти с ним на свидание в это воскресенье. Ю краснеет, услышав это, и начинает думать, не попал ли он в такую ситуацию из-за того поцелуя. Тем временем две другие сестры подслушивают и краснеют, явно начиная ревновать. Миве трудно поверить, что то, что она слышит, может быть настоящим свиданием. Но Ника говорит ей перестать думать об этом, потому что это действительно похоже на настоящее свидание. Они обе начинают сомневаться, согласен ли Ю на это, а потом тихо возвращаются в свои комнаты. Когда они уходят, Кадзуки протягивает Ю плакат с объявлением о прослушивании на роль героини и начинает объяснять, что всю свою жизнь она играла только мужские роли, и теперь ей очень трудно вести себя как настоящая героиня. Она также рассказывает, что ее учитель однажды сказал ей, что ее личная жизнь в конечном итоге повлияет на ее выступление. Ю быстро понимает, что она имеет в виду, и догадывается, что Кадзуки хочет, чтобы они пошли на притворное свидание, чтобы она могла лучше понять, как вести себя как девушка. Он с радостью соглашается и с улыбкой говорит ей, что она может на него рассчитывать. Кадзуки просит его не говорить об этом двум другим и строго предупреждает, чтобы у него не было никаких неправильных мыслей. Ю говорит ей не волноваться и добавляет, что если она действительно хочет, чтобы этот план сработал, свидание должно выглядеть совершенно настоящим. Поэтому он обещает устроить ей лучшее свидание, на которое только способен. В субботу утром, пока Ю занят уборкой, Мика подходит к нему и как бы невзначай спрашивает, есть ли у него планы на воскресенье. Ю лжет ей, и это сразу же выводит ее из себя. Она начинает ревновать, думая, что это свидание может быть чем-то очень серьезным, и поэтому Ю пытается скрыть это. Даже Мива, кажется, не может избавиться от подозрений. В тот день, когда они с Ника вернулись в свои комнаты, Мива тихонько прокралась обратно и подслушала последнюю часть разговора Ю, где он сказал Кадзуки, что устроит ей потрясающее свидание. Вечером за ужином атмосфера была странной и напряженной. Ю незаметно подмигивает Кадзуки, надеясь показать, что он полностью готов к завтрашнему дню. Однако этот момент замечают две другие девушки, которые внезапно начинают излучать мощную ауру. Это пугает тебя до чертиков, и ты начинаешь думать, что они готовятся к какому-то грандиозному событию или матчу, который их всех так взволновал. Когда сцена меняется, уже пора идти на свидание, и ты ждешь, когда придет Кадзуки. Тем временем Мива и Нико прячутся за ближайшими кустами, не в силах сосредоточиться на своих делах. Они даже надели дурацкие маски, чтобы их не заметили. Они смотрят на парня с завистью и злятся, что он такой веселый. И тут появляется Кодзуки в совершенно женственном наряде, отчего у Ю замирает сердце. Она начинает с того, что спрашивает, не опоздала ли она, и говорит слишком по-мальчишески, а потом быстро бьет себя по лицу, понимая это, и пытается снова уже более нежным девичьим голосом. На этот раз она называет его Ю, а не новеньким, и это так его радует, что он с нетерпением просит ее продолжать называть его так, даже когда их маленькое свидание закончится. Они идут в аквариум, не подозревая, что ревнивые сестры тайно следят за ними. Наблюдая издалека, сестры злятся, что Кодзуки так потрясающе выглядит в женском наряде. Спускаясь по лестнице, Кадзуки снова ошибается и инстинктивно протягивает Ю руку как джентльмен. Через несколько шагов Ю понимает и просит ее повторить этот момент. На этот раз правильно. Когда они садятся смотреть водное шоу, Кадзуки не может перестать думать, достаточно ли мило она себя ведет. Она тихо спрашивает себя, не зная, что мужчины вообще находят милым. А потом, когда в первых рядах раздается всплеск, она закрывает тебя руками. Снова играя роль принца, ты вздыхаешь и мягко говоришь ей, что она опять ошиблась. Чтобы еще больше смутить ее, толпа аплодирует и говорит тебе, как ему повезло с такой милой девушкой. Но Кадзуки совсем не чувствует себя милой, и идеальное свидание начинает разваливаться на глазах. Они продолжают все портить. Например, не знают, кто должен нести сумки с покупками, и у Кадзуки болят ноги от модных женских босоножек, к которым она не привыкла. Две девушки, все еще наблюдающие из тени, находят эту сцену невыносимой и не могут усидеть на месте. Позже, когда Ю уходит в туалет, Кадзуки видит свое отражение в зеркале и думает о том, как плохо она себя вела весь день. Она вспоминает, как Ю был рад пригласить ее на свидание, и начинает думать, не жалеет ли он об этом. И тут к ней подходит агент из шоу-бизнеса, показывает свою визитку и спрашивает, есть ли у нее минутка поговорить. Кадзуки вежливо отказывается, говоря, что ей это не интересно, но мужчина не отстает. И она чувствует себя неловко, оглядываясь по сторонам и думая, куда же делся Ю, когда он был ей так нужен. Когда агент внезапно хватает ее за руку и пытается увести, Ю появляется из ниоткуда и резко отталкивает его, спрашивая, в чем дело.
Агент усмехается и спрашивает, не младший ли он брат Кадзуки. Но Ю пытается вести себя по-взрослому и настаивает, что они на свидании, и Кадзуки уже знает, где она хочет быть. Когда его спрашивают, что это, он запинается, придумывая ответы и выдвигая все более абсурдные предположения, даже говоря, что Кадзуки хочет стать реформатором в правительстве. Агент возражает, что ей лучше быть моделью. И Кадзуки начинает понимать, что Ю такой же безнадежный, как обычно. Ю вдруг заявляет, что агентство не может ее заполучить, потому что он собирается сделать ее своей женой. Хотя агент считает это детской глупостью, Ю смело повторяет, что они будут вместе, несмотря ни на что. Толпа вокруг них замолкает, услышав это предложение. Когда агент наконец уходит, Ю неловко извиняется и просит Кодзуки забыть все, что он только что сказал. Но по ее лицу видно, что она этого не забудет. Он берет ее за руку, удивляясь, какая она теплая, и уводит ее. А две ревнивые сестры смотрят на них с растущим беспокойством, что это все-таки может стать идеальным свиданием. Через некоторое время Ю понимает, что держит Кодзуки за руку, даже не задумываясь об этом. И теперь ни один из них не хочет отпускать друг друга. Люди вокруг находят эту сцену довольно милой, хотя бедного Ю все еще принимают за младшего брата Кадзуки. Чтобы казаться более романтичным, Ю берет ее за руку, как на свидании, и Кодзуки начинает потеть, пытаясь понять, как должна реагировать девушка в такой момент. Но она держит голову высоко, убежденная, что это наконец-то сработает, и молча надеясь, что Ю продолжит в том же духе. В конце концов, они добираются до кинотеатра, и когда Кадзуки предлагает посмотреть романтический фильм. Ю удивляет ее, говоря, что у него все уже спланировано, и они будут смотреть фильм под названием «Любовь в апреле». Это название сразу же вызывает у Кодзуки воспоминания о ее старшем товарище по труппе, который ушел из мужских ролей и стал играть женские. Этот фильм стал первым полноценным выступлением ее старшего товарища в роли героини, и Кадзуки всегда избегала его смотреть. Боясь, что это может показать, как прошел переход, Ю весело говорит ей, что в фильме снимается бывший актер труппы, и что он надеется, что она узнает из него что-то полезное. К сожалению, когда фильм заканчивается и они выходят из кинотеатра, реакция окружающих далека от доброжелательной. Все жалуются на то, какая ужасная главная героиня, и что она совсем не милая. Услышав эти замечания, Кадзуки вдруг вспоминает пугающие слова своего отца о том, что настоящий гений должен уметь с достоинством и успехом играть любые роли. И тяжесть этих ожиданий начинает ее сильно беспокоить. Тем временем Ю начинает понимать, как сильно он все испортил. Особенно после того, как старший товарищ Кадзуки так разочаровал ее в фильме. Вероятно, из-за этого женские роли кажутся ей еще более пугающими, и он мысленно ругает себя за то, что был таким беспечным. И даже две сестры-шпионки, все еще следящие за парой издалека, видят, что настроение испортилось. Они задаются вопросом, сможет ли Ю спасти то, что осталось от свидания. Позже Ю ведет Кадзуки к их последней остановке, колесу обозрения, и настаивает, чтобы она пошла с ним, несмотря на ее колебания. Удивительно, но сестры немного впечатлены тем, как он пытается ее подбодрить, думая, что он справляется лучше, чем ожидалось. И тут они слышат, как двое парней спорят, что любой парень, который делает предложение на колесе обозрения, всегда завоевывает любовь девушки. Все три девушки краснеют, и прежде чем Кадзуки успевает обдумать эту мысль, Ю мягко затаскивает ее в кабинку. Внутри кабинки Кодзуки размышляет о том, что Ю, возможно, переборщил, и вспоминает, как сильно она отличается от других девушек своего возраста. Из-за своего высокого роста она рано начала работать моделью, и ее взяли в труппу, когда ей было всего 6 лет. Поначалу ей нравилась эта работа, но со временем это превратилось в череду достижений, которых от нее ждали. В конце концов, неудача перестала быть вариантом, и давление усилилось, когда ее отец настоял, чтобы она сыграла женскую роль. Она представляет, как терпит неудачу, и приходит к выводу, что рядом с неудачником никого нет, убеждая себя, что, возможно, лучше вообще отказаться от прослушивания, чем рисковать позором. И тут ее взгляд падает на Ю, который буквально дрожит от страха высоты, особенно когда под ним стеклянный пол с видом на море. Когда она спрашивает, почему он выбрал именно это колесо обозрения, Ю кричит, что это должно быть идеальное свидание. И Кадзуки вдруг вспоминает, что те парни говорили о предложении на колесе обозрения. Прежде чем она успевает собраться с мыслями, Ю неуклюже встает, нервно называет ее своей героиней и в самый ответственный момент по ошибке называет ее своей героиней навсегда. Кадзуки просит его молча сесть и смотреть, как он дрожит и спотыкается в очередной раз. Кадзуки мягко улыбается, снова видя, как он умудряется все испортить, даже когда у него была идеальная возможность. Затем парень осторожно заговаривает о том, что в неудаче тоже есть ценность. Сидя рядом с ней, он начинает прокручивать самые неловкие моменты их свидания.
И Кодзуки спрашивает, не пытается ли он специально унизить себя. Но когда он показывает ей каждую фотографию, она молча наблюдает, понимая, что во всех этих неловких сценах действительно отразились ее эмоции. Ю говорит ей, что она, возможно, отлично умеет выражать эмоции, и это заставляет ее покраснеть, хотя она быстро отмахивается от этого, как от оправдания своей некомпетентности. Он улыбается и желает ей удачи на предстоящем прослушивании. И хотя она ухмыляется в ответ, когда они выходят из кабинки колеса обозрения, почти сияя, девушки-шпионки начинают беспокоиться о том, что именно там произошло. По дороге домой Кадзуки благодарит Ю за свидание, признаваясь, что до сих пор она всегда играла так, как от нее ожидали другие. Но теперь впервые она чувствует себя свободной и может играть так, как ей хочется. Зная, что, возможно, найдутся люди, которым понравятся ее недостатки, Ю берет ее за руку и говорит, чтобы она запомнила этот день. Но Кадзуки отдергивает руку, твердо заявляя, что она не рассчитывает на него, чтобы пройти прослушивание. Через несколько шагов она внезапно оборачивается, и как раз в тот момент, когда сестры-шпионки начинают паниковать из-за возможного поцелуя. Кадзуки наклоняется к Ю и тихо шепчет, что их поцелуй был ее первым, и она не может притворяться, что этого не было. Ю снова начинает извиняться, а сестры в кустах сходят с ума, отчаянно пытаясь понять, что она только что сказала. Затем Кадзуки спокойно снимает парик и объявляет, что свидание официально окончено, объясняя, что ей нужно вернуться в театр на репетицию. Позже, когда Ю возвращается домой, чтобы приготовить ужин, две сестры, которые весь день тайно наблюдали за ним, приветствуют его так, что он заметно краснеет. Девушки обмениваются понимающими взглядами, понимая, что, хотя Ю провел весь день, поддерживая Кодзуки, он все равно должен поддерживать и их тоже.